Вот, друзья, мы опять на лицевой стороне. Теперь на этом ряду, друзья, мы будем разделять петли на части кофточки. Значит, до голубой маркировки петли у нас идут для воротника. И после маркировки до красной маркировки 52 петли мы будем разделять на левый рукава, спинку и правый рукава. Потом опять пойдут петли воротника. Провяжем до голубой маркировки лицевыми петлями. И вот здесь обратите внимание, друзья, вот эта одна петля из воротника будет регланная петля переда слева. Поэтому поменяем местами вот эту маркировку. Мы еще перед этой регланной петлей поставим белую маркировку. После этой маркировки регланная петля. И здесь начинаем оформлять регланные линии. Берем накид, регланная петля, берем накид. Теперь здесь посчитаем 13 петель для левого рукава. Отделяем петли реглана белой маркировкой. Здесь тоже оформляем регланную линию. Берем накид, регланная петля, накид. Одну петлю от спинки отделили на регланную линию. И с этой стороны спинки тоже отделяем одну петлю на регланную линию. И здесь останется 24 петли для спинки. Посчитаем 24 петли. Отделяем с белой маркировкой. Оформляем регланную петлю, накид, регланная петля, накид. И здесь до красной маркировки должен остаться 13 петель. Вот остались 13 петель. Значит, мы разделили петли правильно. Вяжем до красной маркировки. И здесь, друзья, тоже мы должны отделить регланную петлю переда справа. Для этого красную маркировку пока убираем. И здесь одна петля спереда с воротника будет регланная петля переда справа. Поставим белую маркировку. Оформляем регланную петлю. Берем накид, регланная петля, накид. И ставим на место красную маркировку, которая отделяет петли воротника. И продолжим наше вязание лицевыми петлями до конца ряда. Поворачиваем нашу работу. И на изнаночной стороне, друзья, петли воротника с обеих сторон вяжем лицевыми петлями, а между ними изнаночными петлями.
накиды возле реглана провяжем изнаночными петлями. Кто не хочет, чтобы здесь образовалась дырочка, эти накиды провяжут изнаночными скрещенными петлями. И мы с вами увидимся опять, когда дойдем до конца ряда, поворачиваем работу и будем начать новый ряд на лицевой стороне. Друзья, мы опять на лицевой стороне. Петли воротника вяжем лицевыми петлями до голубой маркировки. После голубой маркировки петля лицевая. Оформляем регланную линию. До белой маркировки берем накид. Регланная петля, берем накид. Петли рукава. До белой маркировки берем накид. Регланная петля, накид. Начинается петля спинки. До белой маркировки берем накид. Регланная петля, накид. Петля правого рукава. До белой маркировки берем накид, регланная петля, накид. Одна лицевая. После красной маркировки начинается петли воротника. Все петли лицевыми петлями до конца ряда. Друзья, на изнаночной стороне, как вязать, вы знаете. Провяжите точно так же, как я вам раньше сказала. И доходите до конца ряда на изнаночной стороне, поворачиваетесь, и мы с вами увидимся на лицевой стороне. Друзья, наше вязание сейчас состоит вот в таком виде. На спинке сейчас у нас 24 петли. По одной петле мы отдали на регланную линию. На рукаве останутся без изменения по 13 петель. И по переду наш воротник потихонечку образует полочки. И в воротнике у нас по 23 петли. Здесь тоже по одной петле мы отдали на регланную линию переда. Теперь по регланной линии мы будем расширять наши части кардигана. И здесь тоже по переду будем образовать наш воротник и полочки. И по ходу вязания мы здесь будем образовать воротник до планки. И воротник у нас будет иметь вот такой вид. Видите, до планки у нас должен остаться платочной вязкой 12 петель с обеих сторон. От 23, когда отнимаем 12, останется 11 петель. И это 11 петель мы здесь должны по ходу вязания переводить от платочной вязкой к лицевой глади. И еще, друзья, какую длину вы хотите именно образовать вырез горловины по переду. В моем случае длина выреза составляет 22 сантиметра. Теперь мы будем определить на расстоянии 22 сантиметра, сколько рядов мы должны вязать. Для этого 22 сантиметра мы будем умножать на плотность вязания по длине, которую мы определяли раньше. Это у нас цифра была 2,6. И у нас получается 57 рядов. Значит, в течение 57 рядов мы должны 11 петель переводить от платочной вязки на лицевой гладь. 57 рядов мы будем делить на вот это 11 петель. И у нас получается 5 целых чем-то с хвостиком. Значит, это нам дает одну петлю проводили, провяжем 5 рядов, потом опять на 6-м ряду опять одну петлю проводим. И вот таким образом мы будем проводить наши 11 петель. Еще, друзья, один нюанс. В вашем случае могут быть эти цифры разные. Вот у меня сейчас получилось нечетным. У вас могут быть здесь цифра четная. Обязательно одну добавите или одну уберете, и обязательно вы должны здесь принимать цифру нечетную.
Например, если у вас здесь получится 4 цифры, значит вы берете 5. Если у вас получится здесь 8 цифр, значит вы берете 9 или 7. По ходу вязания это нам именно нужно здесь иметь цифру нечетную. Друзья, теперь мы посчитаем, сколько петель должны быть в полочке. По моим золотым правилам, вообще-то правила кройки, ширина спинки должны быть равны на ширину полочки. А в кардиганах, друзья, немножко полочки кроются шире, чем спинки. В кофточках петли переда должны быть равны петлями спинки. Но в кардиганах, друзья, насчет планочки, здесь вот так застегивается, да? И обязательно всегда перед на половину планки с обеих сторон будет больше, чем спинка. От половины спинки у нас будет по 12 петель. Когда 24 делим на ровно 2 части, у нас получается по 12. А в полочке у нас сейчас 23 петли. Чтобы равнять полочку на половину спинки, у нас должна быть 12 петель. Здесь мы еще добавим для застегивания переда. Здесь надо будет лишние ширины, и эту ширину мы будем добавлять. Эту ширину мы определяем, смотря сколько петель мы берем на планке. Для планки мы берем 12 петель, и эта ширина у нас получится ровно половина этой планки. Значит, 6 петель. Мы здесь добавляем 6 петель. И у нас получится 18 петель. Значит, полочка у нас должны быть по 18 петель. А у нас в полочках сейчас имеется 23 петли. Значит, лишнее у нас получится 23, когда отнимаем 18, 5 петель. С обеих сторон у нас в данное время имеется лишние по 5 петель. И эти 5 петель мы по ходу вязания будем сокращать. И с этой стороны 5 петель будем сократить, и с этой стороны будем сократить 5 петель. Из сокращения, друзья, мы осуществляем в воротнике не с этого края, а именно с внутреннего края. Вот с этой стороны. Когда мы будем переводить 11 петель из платочной вязки на лицевую гладь, друзья, и здесь мы будем и заодно сократить по одной петле одинаково. Я думаю, понять эти расчеты не очень трудно, друзья. Вам это надо будет знать, когда вы будете на себя провязывать такой кардиган шалевый воротником. И у вас обязательно будут другие расчеты, другие замеры, другие петли, конечно, другие здесь цифры. И следуя по моим расчетам, друзья, вы спокойно себе можете определить петли для вязания такого вида кардигана. Вот, друзья, мы с вами остановились вот здесь. Сейчас находимся на лицевой стороне и начинаем вязать. Вяжем платочной вязкой воротник. До голубой маркировки осталась одна петля. Будем одну петлю из платочной вязки переводить на лицевую гладь и заодно будем сократить одну петлю. Для этого сперва поменяем нашу маркировку. Теперь здесь остались 22 петли. А здесь будем сократить одну петлю. Для этого обе вот эти две петли будем провязывать вместе с наклоном вправо, в сторону правой руки, лицевой петлей. И дальше продолжим наше вязание. Хорошо знаете, мы здесь оформляем регланные линии, берем накид, регланная петля, накид и петли рукава.
Как вязать дальше знаете. Оформляйте регланные петли. И с вами увидимся, когда уже начнем провязывать петли полочки. Вот здесь. Вот дошли до петли полочки справа. А здесь то же самое. Одну петлю с воротника берем, поменяем их местами. И эту петлю и предыдущую петлю будем провязывать вместе с наклоном влево, на сторону левой руки, лицевой петлей. В воротнике на этой стороне тоже остались 22 петли. И обязательно будем отмечать на бумажке. Вот с левой стороны мы сокращали одну петлю, теперь сейчас мы сократили на правой стороне. И продолжим наше вязание платочной вязкой